1961 году, когда Япония рухнула из-за экономической политики и старения населения, она стала лакомым кусочком для капиталистических стран. Они дрались и рвали друг друга на части, чтобы захватить контроль над Японией. В войну было введено гуманоидное оружие под названием Я. Ситуация в Японии стала хуже, чем когда-либо. Это Шиба. Он и его друзья нашли останки Я. Они быстро забрали все, что можно было использовать, и ушли. Они обсуждали, как использовать детали для разных целей. Но Шиба, который взял больше всех, ничего не рассказал. После этого Шибу высадили перед его домом. Когда группа услышала о драке между японцами и иностранными солдатами, Шиба не обратил на это внимания и пошел домой. Потому что в то время быть японцем было все равно, что быть евреем, на них смотрели свысока. И даже с талантом или деньгами было трудно найти работу. Шиба спрашивал себя, в чем смысл жизни. Расстроенный, Шиба снова пошел в горы, чтобы что-то найти. На этот раз он пошел один, не пригласив остальных троих, потому что не знал их имен и где они живут. Он знал их только через группу энтузиастов робототехники, и для него этого было достаточно. Затем Шиба пошел за деталями от Я, которые он спрятал раньше. Он бродил до вечера, прежде чем вернуться домой. В этот момент он услышал чей-то крик о помощи. Ему было любопытно и страшно. Шиба достал свою военную лопату и медленно подошел к источнику звука. За листьями была коробка. Она издала звук и представилась как Гай, искусственный интеллект с собственным сознанием и жизнью. Шиба не хотел ввязываться в неприятности, поэтому собирался уйти. Но Гай догадался о его мыслях, отругал его и даже знал, что он спрятал коммуникатор от Я. Гай умолял Шибу спасти его, потому что у него разряжалась батарея. Затем он вдруг сказал ему бежать, потому что кто-то приближался. К ним подъехала военная машина. Они нашли Шибу и спросили, что он делает в такое время. Шиба спокойно ответил, что он в походе. Они ему не поверили, потому что это было место, где после битвы упала Я, и они обнаружили кражу оборудования. Двое солдат попросили показать удостоверение Шибы. Он был сиротой, живущим на наследство и государственную поддержку. Даже с чистой биографией они все равно обыскали его рюкзак. Когда они ничего не нашли, они его отпустили. Когда все улеглось, Шиба вернулся за Гаем и принес его на заброшенную фабрику. Это место уже было тайно занято им, а за дверью с кодовым замком было Я. Он начал заряжать батарею Гая. ИИ было любопытно, собрал ли он Я один. Он рассказал, как нашел фабрику. Там были какие-то развалины, и когда он зашел внутрь, чтобы проверить, инструменты все еще были там. Шибе потребовалось немало времени, чтобы открыть секретную комнату, и когда он ее открыл, Я уже лежала внутри. Однако у этой штуки была странная конструкция, потому что в ней не было центрального устройства управления. Шиба изучал ее до сих пор. Это была его единственная радость в этом раздробленном мире. Гай восхитился страстью Шибы и вдруг задал вопрос, о котором Шиба никогда раньше не думал. Что он будет делать, когда Я заработает? Он промолчал в ответ на это молчание. Гай сказал, что это нормально, даже если он делает это просто из интереса. Потому что во время пограничных войн люди все еще покупали напитки и попкорн, чтобы посмотреть, как сражаются два робота. Это было ради их личных интересов и удовольствия. Шиба перебил его. Он включил глушитель сигнала перед уходом, оставив Гая заряжаться там. Когда дверь закрылась, Гай начал действовать. Он просканировал всю фабрику и управлял машинами, чтобы начать что-то готовить. Прошло 3 дня с тех пор, как Шиба ушел, и из-за непрекращающегося дождя он очень волновался. Он боялся, что Гай разрядит всю электроэнергию на фабрике. На следующий день военные поймали друзей Шибы, когда они пытались модифицировать машину с помощью деталей от Я. Командир посчитал всех 3 террористами и показал фотографию Шибы, требуя, чтобы они предоставили информацию, если не хотят умереть. Тем временем, пока Шиба чинил наушники, Гай уловил сигнал и велел ему бежать из дома, как только ворвались солдаты. Не увидев его, они сразу же начали проверять камеры наблюдения поблизости. Шиба побежал на фабрику и увидел, что Гай закончил Я. Но он не успел удивиться, потому что солдаты прибыли через камеры. Они увидели 2 океанических МЭК и 3 друзей Шибы, которых взяли в заложники. Командир потребовал, чтобы Шиба вышел, подозревая его в причастности к террористической организации.
Трое пытались объяснить, что они просто городские парни, которые любят модифицировать машины, но он не слушал и направил на них пистолет. Заставив Шибу выйти, Шиба собирался сделать то, что сказал. Но Гай заговорил: «Ты хочешь, чтобы тебя поймали и остаток жизни ты провел в тюрьме? Или ты будешь сопротивляться и найдешь выход из трудностей? Быть рыбой в клетке или рыбой, которая перепрыгивает через врата дракона и становится драконом? Если ты в это веришь, то пилотируй это». Без колебаний он решил пилотировать я вместе с Гаем. Когда командир не увидел никакого движения, он начал стрелять. Шиба вошел в я и вставил Гая как ключ. После нескольких секунд анализа я было идентифицировано как Кенбу. Начался процесс сканирования сетчатки, и Шиба теперь мог видеть все снаружи. Гай появился в более симпатичной форме. Немного привыкнув к кабине, Шиба перевел я в гуманоидный режим. Следуя инструкциям Гая, Кенбу вышел наружу. Удивив всех, Шиба влетел внутрь и ударил одного из я. Затем схватил его и бросил в другого. Однако враг все равно стрелял в ответ. Заставив его отступить и укрыться, они продолжали стрелять, загоняя его в угол. Один вражеский отряд прыгнул сзади, окружив Кенбу, и тут Гай сказал Шибе использовать завершающий прием. Сверкая глазами, он потребовал, чтобы Шиба как можно спокойнее выкрикнул название приема. Когда оба вражеских я бросились в атаку, Шиба крикнул железный пушечный выстрел и пронзил одного из них своим оружием. Он быстро схватил того, кто атаковал сзади, и ударил его рукой по-другому. Это был первый раз, когда Шиба по-настоящему почувствовал себя живым. Солдат взял в заложники 3 друзей Шибы и потребовал, чтобы он сдался. Увидев это, Гай сказал Шибе, что все под контролем. Затем он сменил тон и сказал, что эти 3 были всего лишь инструментами для Шибы, что он использовал их, чтобы собрать детали для ремонта Кенбу. И теперь, когда он был готов, они больше не были нужны. Гай даже оскорбил командира в лицо, сказав, что тот потерял след настоящих террористов и вместо этого арестовал и наказал невинных гражданских. Как позорно. Сказав это, они вдвоем ушли. После этой дерзкой провокации им пришлось скрываться. Той ночью Шиба остановился, чтобы осмотреть Кенбу. Он проверил свой телефон и увидел, что его разыскивают за терроризм. Но он был слишком голоден, чтобы обращать на это внимание. Шиба спросил, что им делать дальше. Гай сказал, что им нужно пересечь внутреннее море Сёта и отправиться в Окоэму. Этот район не контролируется океаническими военными, поэтому они привлекут меньше внимания. Но даже если их будут преследовать, они просто будут жить в изгнании. Это звучит разумно. Поэтому Шиба прилег, чтобы восстановить силы. На следующее утро Шибе пришлось замаскировать Кенбу, потому что Гай сказал ему, что ему нужно отдохнуть после обработки огромного количества информации за один день. Ему нужно было поспать, чтобы не перегрузиться. Когда маскировка была закончена, Шиба пошел искать что-нибудь поесть, потому что со вчерашнего дня ничего не ел. Он подошел к огороду с овощами и подумал, что раз за ним уже охотятся, как за преступником, то еще одно преступление не имеет значения. Поэтому он пошел в огород и сорвал помидор. Но как только он собрался его съесть, появился хозяин огорода с серпом в руках, напугав Шибу, и тот низко поклонился и извинился. Хозяин молча посмотрел на него, а потом сказал, что если Шиба поможет ему, то он даст ему еды. После этого под руководством доброго фермера Шиба собрал много разных овощей. К полудню он уже ел прохладные помидоры, вымоченные в ручье. После еды фермер попросил его помочь посадить семяна. Они работали до самого вечера, но Шиба совсем не устал. Он был счастлив от этих новых впечатлений, и это имело смысл. Ведь он всегда жил в городе, поэтому такие впечатления были очень ценными. Фермер, увидев это, пригласил Шибу к себе домой. Его жена вышла поздороваться с ним, и фермер попросил ее приготовить еду для гостя. Она с радостью согласилась и сказала Шибе, чтобы он сначала принял ванну. После купания пара угостила его роскошным ужином. Шиба не стал сдерживаться и начал есть. Когда он откусил первый кусочек, у него невольно потекли слезы, потому что это было совсем не похоже на вкус фастфуда, который он всегда ел. Шиба был по-настоящему счастлив. Закончив есть, Шиба выпил чай, чтобы прополоскать рот. В этот момент по телевизору показали объявление о розыске Шибы, и старик в замешательстве сказал, что у него когда-то был сын. Но, к сожалению, он погиб во время пограничной войны. Они с сыном обещали друг другу, что вместе пойдут на рыбалку, когда он вернется. Но, похоже, этого никогда не случится. Эта лодка до сих пор стояла без дела. Старик сказал, что если Шибе она нужна, он отдаст ее ему.
Он точно знал, что Шиба не террорист, потому что ни один террорист не стал бы так смиренно кланяться и извиняться в поле после того, как его поймали на краже еды. Наоборот, Шиба даже помог ему ухаживать за огородом. Старик сказал, что в такие смутные времена нельзя терять веру в людей, поэтому он доверяет Шибе. Он также заверил его, что пока Шиба будет здесь, с ним ничего не случится. Шиба был тронут этими словами и продолжал благодарить их. Чтобы развеять неловкость, старушка сказала, что пойдет проверит, высохла ли одежда Шибы. Шиба предложил помочь. И тут в дверь позвонили. Старик велел Шибе спрятаться, а сам вышел встретить начальника полиции, который пришел проверить, не прячутся ли здесь террористы. Старик решительно заявил, что здесь никого нет. Но офицер заметил ботинки Шибы, но из-за доверия к старику закрыл на это глаза. Той ночью Гай связался с Шибой и сказал, что все слышал и знает, что офицер проигнорировал этот вопрос. Но и он, и Шиба знали, что старики будут в опасности, если он останется здесь. Поэтому на следующее утро он ушел, оставив прощальное письмо. Сначала он выразил глубокую благодарность за то, что его приютили, поблагодарил за еду и теплые слова, а также попросил разрешения взять лодку. Когда все уляжется, он пообещал вернуться. Кроме того, Шиба устроил в доме беспорядок, как будто на них напали, чтобы отвести подозрения. Затем Шиба связался с Гаем, и они отправились в путь. Но Шибе все равно было неспокойно, ведь на него вешали все новые и новые преступления, которых он даже не совершал. Гай уверенно сказал, что все в порядке. Сколько бы преступлений на него не повесили, правда рано или поздно всплывет. Услышав это, Шиба успокоился и ушел. Гай сказал, что через несколько минут они будут на другом берегу. Но впереди была зона пограничной войны, жестокое поле боя. Не успели они подготовиться, как Гай объявил, что их окружили азиатские военные, которые выставили заслон. Гай осмотрел поле боя и подтвердил, что там было не меньше 12 вражеских солдат. Бежать было поздно, поэтому оставалось только идти вперед. Гай сказал, что Шиба уже победил Океанию, если победит и Азию. Он станет героем, хотя Шиба этого не хотел, но возможность сражаться его воодушевила. Когда азиатские солдаты открыли огонь, Кенбу подпрыгнул и приземлился на сломанный мост, как и рассчитывал Гай. Они двинулись вперед. Кенбу бросился вперед и сбил одного из них. А Шиба использовал его как щит и столкнул обоих в воду. Шиба почувствовал прилив сил и снова бросился вперед, сбив еще двоих. Командир противника был поражен ловкостью Кенбу. Гай заметил 4 врагов, стрелявших издалека. Кенбу бросился к ним, сбил двоих и схватил винтовку, чтобы выстрелить в третьего. Но оружие требовало идентификации и не могло быть использовано. Шиба ударил рукояткой винтовки по голове азиата. Но прибыло подкрепление. Они были окружены с 4 сторон. Гай рассчитал путь к отступлению. Он заметил поблизости аккумулятор большой емкости, который мог взорваться, если его поджечь. Воспользовавшись огнем противника, Шиба приказал Кенбу бросить несколько аккумуляторов под пули, что вызвало мощный взрыв. Используя огонь как прикрытие, они бросились бежать. Но азиатские солдаты продолжали стрелять, попав Кенбу в ногу и обездвижив его. Они быстро окружили и схватили Шибу, а затем обрушили на кабину град пуль, чтобы уничтожить ее и убить его. Но Кенбу был слишком силен, чтобы первый залп пробил его защиту. Командир продолжал отдавать приказы стрелять, пока Шиба не был убит. Но как только они собирались выстрелить снова, снайпер издалека сбил одного из них. Азиатская армия тут же насторожилась. Но расстояние через горный хребет полностью перекрыло им обзор. Каждая выпущенная пуля сбивала одного из них. Когда все они упали, пилот с другой стороны связался с Шибой и сообщил ему координаты, куда нужно идти, и пароль. Затем пилот выпустил 2 дымовых снаряда, чтобы дать Кенбу шанс сбежать. Это были специальные дымовые снаряды, которые не позволяли азиатской армии отследить местоположение Шибы. После этого Шиба встретился со своим спасителем, поблагодарил его и представился, а также представил Гая. Но Гай разозлился, увидев, что здесь есть еще один ИИ, похожий на него. ИИ другого пилота тоже поприветствовал их. Затем все 4 сели в транспорт и уехали. Другой ИИ представился как Кей, а пилотом был Гашен. Гай начал осматриваться, чтобы понять, куда они едут.
Кей объяснил, что эта дорога была построена до пограничной войны. Это был остаток проекта по строительству шоссе, финансируемого из частных источников и построенного в тайне. Поэтому враг не знал о ней, и они могли спокойно ехать. Затем Шиба спросил, кто такой Гашин. Сдержанно и кратко Гашин объяснил, что японцы пилотируют Аму и формируют собственную армию с целью восстановления Японии. Гашин назвал их организацию Ятагарасу. Гай заметил, что Шиба столкнулся с настоящими террористами. Затем Шибу отвезли в лагерь Яды, где он встретился с ремонтниками. Хотя они называли его слабым и женоподобным, они все равно согласились починить Кенбу, а затем пришла еще одна девушка, представившаяся Рисой. Она отвела его к капитану второго отряда Яды Кумаи. После краткого знакомства Кумаи задал Шибе несколько вопросов, которые больше походили на допрос, спрашивая, есть ли у него товарищи или он сам собрал Кенбу. И даже спросил, был ли Гай запрограммирован Шибой. Хотя Шиба был немного озадачен этими вопросами, он спокойно ответил. Он нашел Кенбу уже собранным и просто установил и починил его, даже не зная, будет ли он работать. Что касается Гая, он нашел его в лесу, и он включился, когда он его вставил. После некоторого обсуждения Кумая заявил, что Кенбу принадлежит Яде. У него была пара одинаковых модулей, разработанных на основе концепции ИИ по имени Йохан, которым сейчас управляет Гашин. Камуи добавил, что Шиба не смог активировать его в первый раз, потому что не хватало детали, которую должны были доставить Кенбу, но на пилота ИИ, перевозивших ее, напали. И Кенбу оставался бездействующим, пока не появился Шиба. После всего этого Гай сердито спросил, собирается ли Яда забрать Кенбу обратно. Но Камуи сказал, что это было бы слишком несправедливо по отношению к Шибе. Поэтому капитан второго отряда предложил ему более выгодную сделку – присоединиться к ним. Они не были террористами, как утверждали в новостях. Они были революционной армией, не экстремальной в своих действиях, поэтому не террористами. Более того, поскольку Шиба мог чинить и сражаться с Кенбу, они считали его подходящим кандидатом. Шиба колебался, зная, что если он присоединится к ним, ему придется убивать людей. Гашин разозлился, сказав, что Кенбу не игрушка, а оружие войны. Затем он показал Шибе видео, на котором убивают множество японских мирных жителей, и сказал, что Шиба может спасти их. Но Шиба все еще колебался, как трус, и Гашин в гневе выбежал из комнаты. Камуи попросил Шибу простить его, объяснив, что отец Гашина когда-то был полон решимости восстановить Японию. Но он умер, не успев достичь этой цели. Грубое поведение Гашина было вызвано его желанием как можно скорее исполнить волю отца. Возвращаясь к решению Шибы, Камуи сказал, что все в порядке, даже если он откажется, они помогут ему восстановить гражданство. Вернуться к нормальной жизни, жить под другим именем и личностью. В обмен на возвращение Кенбу, выслушав все условия, Шиба замолчал, а потом сказал, что подумает. Он вышел на улицу и сел один, и в этот момент к нему подошла Риса, чтобы поговорить. Шиба спросил, почему она присоединилась к революционной армии. Она сказала, что когда-то у нее была семья. Но они все погибли в автокатастрофе, а виновником был военный транспорт азиатской армии. Благодаря дипломатическому иммунитету они были признаны невиновными и даже переложили вину на ее семью за ущерб, нанесенный военным, требуя компенсации. Вспоминая об этом, она до сих пор испытывает негодование. И она уверена, что в Японии много людей, которые чувствуют то же самое. Поэтому она присоединилась к движению за возрождение Японии, как и все здесь. Но у Шибы не было такой причины присоединяться. Его родители умерли от болезни, не связанной с военными. И сначала он думал, что сборка Кенбу — это просто хобби. Но когда он сражался вместе с Кенбу и Гаем, звук столкновения металла наполнял его тело возбуждением. Но когда он столкнулся со смертью лицом к лицу, его охватил страх, и он замкнулся в себе, вспоминая тот момент. Затем Риса нежно коснулась его, чтобы успокоить. Она честно призналась, что ее послали убедить его присоединиться к Яде. Но она подумала, что если бы ее младший брат оказался в такой же ситуации, она бы не смогла его убедить, а сказала бы ему бежать подальше и жить мирной жизнью. Она хотела, чтобы Шиба больше ценил себя. Как человек может быть счастлив, если рядом с ним никого нет? Вспомнив все, через что он прошел, и пожилую пару, он наконец принял решение. Той ночью Кумаи сообщил, что штаб-квартира проинформировала их о том, что азиатские военные усилили охрану после того, как они спасли Кенбу. Поэтому они временно приостановили план по перекрытию линий снабжения противника и вернулись в штаб-квартиру. Что касается Шибы, Рио не был уверен, присоединится ли он. Гаси все еще злился на его слабость,
Но на следующий день Гаси разбудил его для тренировки. Он показал Шибе список упражнений, которые они должны были выполнить в тот день, и не дал ему возможности отказаться, просто начал тренировку, заставив Шибу следовать за ним. Тем временем Риса показывала Гаю аксессуары, которые будут установлены на Кенбу. В тот день Шиба был измотан тренировкой, и Гаси сказал ему, что это только начало, прежде чем уйти. Ночью Шиба лежал в постели и слушал, как Гай без умолку рассказывает о том, какой величественный Кенбу. Но он слишком устал и заснул. На следующее утро Гаси снова потащил его на тренировку. В ту ночь он был слишком измотан, чтобы есть. Но все вокруг видели его усилия и подбадривали его. Кто-то даже приготовил ему особый напиток. Выпив его, он заснул. На следующий день его снова позвали на тренировку. Тем временем Гай наблюдал, как Кенбу постепенно достраивается, а сам Шиба постепенно совершенствуется. В тот день Каши дал ему ранний перерыв. Когда Шиба вернулся, чтобы переодеться, Риса позвала его посмотреть на Кенбу. На него надели новую броню, а на спину установили меч и пушку. Шиба был поражен мастерством специалистов. Обсудив кое-что с Рисой, они пошли к ближайшему ручью, чтобы искупаться. Риса небрежно разделась перед ним и, увидев его смущение, взяла его за руку и прыгнула с ним в воду. Холодный ручей смыл его тревоги. После этого они поговорили. Риса сказала ему, что послезавтра они покинут это место и отправятся в Хиросиму. И спросила, принял ли он решение. Шиба сказал, что все еще боится сражаться. Но, проведя время со всеми, он понял, что они неплохие люди. Поэтому он пойдет с ними, он хочет учиться и сражаться вместе с Кенбу. Рио обрадовался и погладил его по голове. Той ночью он рассказал Гаю о своем решении. Гай сказал, что всегда будет поддерживать Шибу, потому что Шиба спас его. Рио сообщил о выборе Шибы Камуи. На следующий день Гай и Шиба испытали новый Кенбу. Благодаря модернизации и обслуживанию он двигался быстрее и маневреннее, чем раньше. Одним ударом он разрубил большой валун. После пробного запуска Шиба слез с Кенбу и встретился с Госи. Он выразил свое восхищение модернизацией, а затем Гаси взял на себя управление. Гаси нужно было привыкнуть к Кенбу на случай, если Шиба погибнет, и Шиба должен был сделать то же самое. Затем они устроили тренировочный бой, используя друг друга, и отряд Гаси, названный Джахан, управлялся с помощью Айка. Их дружеский поединок был равным. Хотя Гай слишком много болтал и раздражал Гаси, он спокойно уклонялся от каждого выстрела Шибы. Кей спокойно посоветовал Шибе менять оружие, когда его противник понял, как ему противостоять. Но Шиба беспокоился, что если он будет сражаться слишком серьезно, Кенбу может пострадать. Пока он отвлекся, Гаси быстро приблизился, и Кай тут же сказал Шибе переключиться на щит, чтобы защититься. Сразу после этого он вытащил короткий кинжал и выбил оружие Кенбу, а затем направил на него пистолет. Но Гаси успел схватить другое оружие и ранил Джохана в плечо. В результате боя была ничья, и Гаси признал Шибу пилотом. В этот момент на лагерь снова напали. К ним приближался черный Айк. Он нацелился на транспортные средства, перевозившие детали для Айка, и начал их крушить. Закончив, он переключился на силы повстанцев. Когда его массивная рука уже собиралась нанести удар, Кенбу заблокировал его. И они начали сражаться. Гай заметил, что рука Айка излучает тепло. Об этой штуке не было никаких данных. Поэтому им нужно было быть предельно осторожными. В нужный момент прибыла сестра Риса, чтобы помочь. Она успела сделать всего несколько выстрелов, прежде чем Айк мгновенно телепортировался к ней и убил ее одним ударом. Ее внезапная смерть повергла Шибу в шок, и он не смог отреагировать. Гай приказал ему немедленно вернуться, чтобы избежать еще одного удара черного Айка. Камуи связался с ними и попросил их выиграть время, чтобы он мог всех эвакуировать. Тем временем Гаси, поняв, что это тот самый Айк, который убил его отца, бросился в атаку, несмотря на попытки Кая остановить его. В то же время к нему вернулись воспоминания о том дне. Гаси попросил отца позволить ему пилотировать Джохана вместо тренировочного боя. Отец согласился, так как опасности не было. Но вскоре после его ухода пришло экстренное сообщение о том, что черный Айк напал на команду его отца. Когда Гаси побежал искать его, он увидел, что Айк уже убил его отца. Гаси, охваченный яростью, поклялся отомстить за отца. Кай сказал ему успокоиться, потому что его жизненные показатели были нестабильны, и он не смог бы нормально управлять Джоханом. Черный Айк замахнулся на Госи, Кенбу быстро бросился на помощь.
Однако Гаси все еще был в нестабильном эмоциональном состоянии и сказал Шибе убираться. В этот момент Камуи связался с ним и попросил сотрудничать, чтобы победить Айка, если они оба проиграют. Все здесь погибнут. Кай тоже пытался успокоить его, чтобы стабилизировать его жизненные показатели. Проблема была в том, что у Гая и Кая не было никаких данных об этом Айке, чтобы разработать стратегию боя. Единственная информация, которая у них была, заключалась в том, что этот Айк атаковал все места, где проходил, и азиатская и североамериканская армии понесли от него большие потери. Они назвали его Призраком. Призрак нанес первый удар мощным молниеносным ударом, который отбросил Кенбу назад. Затем последовала серия непрерывных ударов по Шибе, Гаси прикрывал его огнем. Призрак отпрыгнул назад и использовал оружие повстанческой армии для атаки. Это шокировало Шибу, так как он смог использовать оружие без проверки личности. Кай объяснил, что именно это делало призраков такими опасными. В битве с отцом Гаси призрак потерял одну руку, затем взял руку у другого Айка и сделал ее своей. Призрак продолжал двигаться, несмотря на то, что Джохан целился в него. Кенбу бросился на перерез. Гаси разозлился и сказал Шибе убираться с линии огня. Гай ответил, что если это так, то ему лучше перестать промахиваться. Хотя они спорили, они все равно хорошо координировали свои действия. Атаковали отступая и выводили призрака из себя. В этот момент Мизуки из ремонтной бригады позвонил, чтобы доставить оружие. Гаши прицелился и выстрелил в призрака светошумовой гранатой. Затем побежал с Шибой к назначенному месту. Призрак заметил их и сразу же бросился в погоню. Когда они оба достали оружие, появился призрак. Все трое приготовились к бою. Призрак нанес первый удар, но раскаленный клинок Кенбу заблокировал его. Джохан прикрывал их огнем. Призрак блокировал выстрелы и ускорился к Джохану. Кенбу бросился на помощь, но призрак швырнул в него Джохана. Однако Гай предвидел это и высоко подпрыгнул. Кенбу переключился на огнестрельное оружие и выстрелил вниз. Призрак заблокировал удар рукой, но Шиба уже добрался до него, отрубил одну руку и прижал его к земле ударом в ногу. Остальное было за Джоханом. Гашин переключился на бронебойные патроны и продолжал стрелять призраку в голову. Но даже без головы он все еще мог двигаться. Он прыгнул за спину Кенбу и толкнул его на Джохана, прижав их обоих к земле. Затем призрак активировал свой внутренний реактор, чтобы самоуничтожиться вместе с ними обоими. Температура продолжала расти, и призрак из черного стал красным. Ни Шиба, ни Наргоши не могли спастись, и они оба смирились со своей участью. В этот момент Камуи вызвал артиллерийскую поддержку, чтобы атаковать призрака. Он приказал им целиться в его суставы. Как только они ослабли, Кенбу и Джохан вырвались и побежали в укрытие. Оба ждали, когда призрак взорвется, но он продолжал нагреваться, не поддавая признаков взрыва. В тот же день Камуи вызвал их обоих. Он сообщил им, что поскольку они понесли большие потери в личном составе и оружии, он сначала вернется в штаб, чтобы доложить о ситуации. Задача по зачистке поля боя будет возложена на Гаси и Шибу. Они должны были закончить до прибытия азиатской армии. Когда сигнал о нагреве исчез, Гаси и Шира отправились на поиски. Во время сканирования на тепловые сигналы Шиба нашел ожерелье, которое носила Риса. Он спустился, чтобы поднять его, и расплакался по ней. Той ночью, как и предсказывал Гаси, прибыла азиатская армия, особенно тот рыжеволосый мужчина. Он мог смоделировать всю битву, просто взглянув на ее следы. Он был удивлен успехами Ширы в бою и еще больше захотел встретиться с ним, почувствовав, что тот победил призрака. Шира все еще был подавлен смертью Рисы, и Гаси мог его понять, потому что сам прошел через это раньше. Рыжеволосый мужчина из азиатской армии собрал информацию обо всех 3 отрядах и воссоздал их. Кенбу был первым отрядом, Джохан был снайпером, а о призраке все еще не было никаких данных. Рыжий мог разработать контрмеры для всех 3. Он знал, что призрак снял свои ограничители, чтобы достичь такой невероятной силы, возможно, искусственный интеллект внутри развился сам по себе. Затем Рыжий позвал своего товарища Рея, чтобы тот подготовил для него отряд Ами. На следующий день, гуляя с Каши, Шиба все обдумал и решил покинуть восстание, потому что боялся умереть. На этот раз Гаси не стал возражать и сказал, что сообщит Камуи. Поскольку Шиба больше не участвовал, ему больше не разрешалось пилотировать Кенбу. Госи велел ему спрятать его где-нибудь и сообщить о его местонахождении. Прежде чем они расстались, Шира сказал Госи, чтобы тот был осторожен. Гаси ответил, что сам решит свою судьбу. Но Шира закричал, что боится умереть и еще больше боится увидеть, как умирают люди, которых он знает.
Гаси велел ему прекратить болтать, сказав, что трусы не имеют права говорить о смерти. Позже Широ спрятал Кенбу возле ручья и ушел с Гаем. Когда они вышли из леса, благодаря Гаю, который стер данные с удостоверения личности Шибы и хотел, чтобы его не узнали гражданские, его не узнали. Гай спросил, что он собирается делать дальше. Шиба сказал, что собирается навестить дом Рисы и вернуть ей ожерелье. Хотя он не знал, есть ли там кто-нибудь, он просто предположил, что у нее есть родственники. Гай уже выяснил обстоятельства аварии, в которой погибла семья Рисы. Он нашел ее адрес, Шиба поблагодарил его, и они вместе пошутили, прежде чем отправиться в путь. В другом месте двое мужчин, одетых как рыжеволосый солдат, обсуждали что-то. Они превращали японских гражданских в преступников, а потом притворялись, что наказывают их, используя это как предлог, чтобы заработать заслуги и славу. Они считали японцев не лучше дикарей. Тем временем Шиба прибыл по адресу, который дал ему Гай. Но дом был полностью разрушен. Он подумал, что у Рисы могут быть родственники, и решил поспрашивать. Однако все, кто его видел, избегали его, как будто он был проклят. Пока он был в замешательстве, к нему подошла маленькая девочка и спросила, не друг ли он Рисы. Затем подошел мужчина с угрожающим выражением лица и спросил, кто он такой. Шиба представился и показал ожерелье Рисы. Увидев его, мужчина увел его в машине. Он сказал Шибе, что дом Рисы был разрушен азиатской армией. Ее семья погибла, и ходили слухи, что она присоединилась к восстанию. Это был приказ нового генерал-губернатора, и других постигла та же участь, даже их родственники стали мишенью. Это ничем не отличалось от угнетения. Затем мужчина отвел его в ночную закусочную, где Шиба встретил группу молодых людей, которые, по словам мужчины, были друзьями детства Рисы. Он позвал их сюда, чтобы узнать новости о ней. Они смеялись и вспоминали свои воспоминания о Рисе. Не зная правды, Шиба в конце концов рассказал им. Все были потрясены. Некоторые даже не смогли сдержать слез. Она была хорошим человеком, который всегда помогал другим. Такой уж у нее был характер. Они спросили Шибу, что он будет делать дальше, поскольку он не знал, где ее родственники. Он собирался положить ожерелье на могилу ее семьи. Когда он спросил, где она находится, все замолчали. Наконец заговорил владелец магазина. Он знал, где она находится, потому что это было на горе, и добираться туда было долго. Он предложил ему переночевать, но Шиба отказался. Но все хотели, чтобы он остался, и даже решили, что пойдут вместе на могилу семьи Рисы. Позже они устроили вечеринку с горячим супом и пригласили Шибу. Хотя он все еще колебался, старик уговорил его остаться. После ужина мистер Нос и его дочь ушли. Пока они разговаривали и переходили улицу на зеленый свет, внезапно прямо перед ними остановилась машина губернатора. Он опустил стекло и обвинил старика, сказав, что из-за него испачкалась его одежда. Тем временем в другом месте рыжеволосый получил новую модель MI. Он был так взволнован, что не мог дождаться, когда сядет за руль и выследит Кинбу и призрака. Кстати, о призраке. Он сейчас прячется в пещере и восстанавливается. На следующий день люди начали волноваться из-за внезапного исчезновения мистера Носа и его дочери. Когда они пришли к нему домой, они обнаружили, что все вещи были вынесены. Все было очень подозрительно. Один из членов группы сказал, что слышал, что если кто-то попадает в поле зрения нового губернатора, то исчезает в одночасье. У всех этих людей была одна общая черта. Они были противниками правительства, и ходили слухи, что их отправляли на материк. И это ничем не отличалось от торговли людьми. Гай и Шиба услышали всю историю. И Гай подтвердил, что то, что сказал этот болтун, было правдой. Гай объяснил, что проверил все камеры наблюдения с прошлой ночи до настоящего времени. И поскольку военные машины не выезжали из города, это означало, что мистера Носа еще не продали. Однако у Шибы не было достаточно авторитета, чтобы ему поверили. Поэтому Гай выбрал случайного человека из группы и раскрыл его самый страшный секрет, заставив всех поверить и согласиться пойти к губернатору и потребовать вернуть мистера Носа и его дочь. Со стороны Госи он сообщил о выборе Шибы. Камуи посочувствовал ему и также упомянул, что по возвращении в штаб-квартиру у него будет новый напарник, пилот, оснащенный каркасом, основанным на Кинбу. Вернувшись к губернатору, он обсуждал с сообщниками распределение прибыли. Они планировали продать мистера Носа на принудительные работы, а его дочь — каким-нибудь извращенцам. В этот момент пришло сообщение, что у ворот собрались японские граждане. Тем временем Шиба решил остаться в ресторане. Затем пришло известие, что все протестующие были арестованы. Их обвинили в антиправительственных преступлениях и увезли. Гай также обнаружил, что отправленные машины были военными грузовиками,
которые отправляли, чтобы очистить дома тех, кого собирались продать. Гай сказал Шибе немедленно уходить, потому что они вот-вот приедут. После разговора владелец ресторана сообщил Шибе, где находится могила семьи Риза, и попросил передать им привет. Что касается местных дел, они сами разберутся. Шибу выгнали прямо перед прибытием военных. После этого всю группу мистера Носа схватили, их повели по улице и объявили, что всех казнят за противодействие правительству. Шиба наблюдал за всем по телефону и очень переживал за них. Одного человека даже застрелил губернатор без причины. Шиба расплакался, осознав, каким трусливым и слабым он был, всегда убегал и бросал тех, кто ему помогал. Гай заговорил: «Если ты так сильно ненавидишь себя, почему бы не измениться и не стать лучше? Он всегда будет рядом, чтобы поддержать его». С этими словами Шиба вновь обрел решимость. Из-под земли внезапно вспыхнули глаза Кенбу. В тот день, когда людей собирались казнить и в них целились из оружия, все остановилось из-за землетрясения. Кенбу выскочил и прикрыл всех щитом. Губернатор приказал атаковать. Но эти силы были слишком слабы, чтобы называться МИ. Шиба схватил одного и швырнул в другого, нейтрализовав обоих. Затем он поднял кулак Кенбу прямо перед губернатором, напугав его. Вот как выглядит настоящая сила. Мужчина задрожал и стал умолять сохранить ему жизнь. Затем Гай рассказал всему миру о незаконной торговле людьми, которой занимался губернатор. Рыжеволосый громко рассмеялся и воскликнул: «Браво!» Снова и снова Шиба предупреждал губернатора, что если он еще раз тронет японца, то будет приходить к нему домой каждую ночь. С этими словами он ушел, а мистера Носа и его дочь тоже освободили люди. Рано утром следующего дня Шиба пришел туда, где его ждал Кси. Он также оставил на могиле семьи Риза подарок для нее. Давным-давно в гончарной деревне Летлешин вместе с дедушкой делал замечательные керамические изделия. Под его руками все становилось изысканным и утонченным. Но однажды азиатские военные пришли, чтобы захватить их землю и мастерскую. Они не позволили ее семье отказаться. Дедушка мог только смотреть, как разрушают мастерскую, которую он строил всю свою жизнь. С того дня он больше никогда не занимался гончарным делом. Увидев его таким, Летлешин пообещала, что однажды восстановит семейную фабрику. Вернемся в настоящее. Йохан и Кенбу были повреждены, у них сломалось несколько важных деталей. Гаю и Кею тоже нужно было подзарядиться, чтобы нормально работать. Гаси связался с Мизуки, которая очень хотела помочь, но не могла, потому что была в пути. Она избегала азиатских военных, возвращаясь в штаб. Она сообщила им, где находятся детали, необходимые для обеих машин, чтобы они могли починить их сами перед отъездом. Шиба спросил Госи, что делать дальше. И он отвел мальчика, чтобы незаконно подключить электричество и зарядить 2 глаза. Переодевшись, Гаши и Шиба отправились в город искать отель, где можно остановиться. Хотя Шиба был городским жителем, он впервые оказался в таком месте. Поэтому он немного растерялся, и Госи назвал его деревенщиной. Он попытался возразить, но Гаси сказал ему не привлекать внимания. Заселившись, они пошли в свой номер. Кей посоветовал им обоим принять ванну, потому что от них ужасно пахло. Шиба удивился, что даже искусственный интеллект может учуять запах. Но Кей сказал, что даже без этого, просто посмотрев вокруг, можно понять, что все вокруг зажимают носы. Поэтому, как только они вошли в номер, они оба вымылись. После ванны они пошли ужинать вместе. Гоши получил сообщение от Мизуки, что детали доставлены. Так что завтра они начнут ремонт. Услышав это, Шиба с радостью принялся за еду. Он заметил, что Гаси не ест овощи, и спросил об этом. Кей объяснил, что Гаси очень привередлив в еде. Шиба подразнил его, но получил в ответ сердитый взгляд. Шиба извинился, сказав, что не знал, что Гаси не любит такие шутки, у него никогда раньше не было друзей. Поэтому он не знал, как правильно общаться. Кей и Гай сказали ему не волноваться, что Гаси просто притворяется крутым, чтобы скрыть свою уязвимость. Затем они втроем начали спорить. Тем временем европейские военные, услышав провокационную речь Шибы и получив серьезный удар по экономике и репутации Азии, начали готовиться к войне. Командующий надеялся, что здесь расцветет цветок войны, пропитанный кровью и порохом. На следующий день Гаси и Шиба отправились за деталями. В автобусе Гаси сказал Шибе посмотреть на японский город. Теперь он под властью. Люди страдают от угнетения и нищеты. Он сказал, что однажды вернет это место. Затем они приехали в бар, где работали члены сопротивления.
Когда Гаси назвал правильный пароль, владелец передал им посылку. Владелец, услышав речь Шибы, тоже возлагал на него надежды. Вскоре после того, как они ушли, пока они разговаривали об ответственности, в порту раздался взрыв. Европейская армия смело атаковала азиатскую зону. Азиаты ответили, но не очень сильно. Гаши и Шиба смешались с толпой эвакуирующихся, чтобы понаблюдать за ситуацией. Тем временем океанская армия стреляла без разбора, не заботясь о мирных жителях. Мальчики добрались до эвакуационного центра. Гаши увидел, что ситуация для азиатской страны была ужасной, и они могли прекратить эвакуацию мирных жителей и сосредоточиться на обороне. Шиба не мог с этим смириться и хотел что-то сделать. Гай ответил на его желание, решив взломать гражданские устройства, чтобы направить эвакуацию. Затем Кей и Гай взломали все городские экраны и начали направлять людей по безопасному маршруту. Однако это все равно было недостаточно быстро, потому что океанская армия наступала слишком быстро. Шиба хотел использовать Кенбу для поддержки. Но Госи сказал, что к тому времени, как они за ним сходят и вернутся, все уже будут мертвы. Азиатский командующий тоже бросил беженцев, полагая, что если океанские силы убьют мирных жителей, общественное мнение будет против них. Гражданские пытались покинуть здание, но их остановили азиатские солдаты. В этот момент в здание влетел разбитый азиатский ИИ. Вызвав хаос, океанская армия неуклонно продвигалась к ним. В этот момент появился еще один ИИ. Он двигался с невероятной скоростью и в мгновение ока оказался в центре океанских сил. Он представился как Масару, заявив, что действует во имя справедливости. Представившись, он быстро разрезал ИИ пополам, затем подпрыгнул и нанес удар, используя труп побежденного ИИ в качестве щита, прежде чем прикончить 3 океанских ИИ одним ударом. Затем Масару повернулся к азиатским силам и одним ударом уничтожил 3 врагов, к удивлению обоих командиров. Масару подпрыгнул невероятно высоко и полетел прямо к артиллерийскому подразделению ИИ. Уничтожив его, он полетел по всему городу, убивая всех ИИ, которых видел. Карты обеих сторон были полностью покрыты красными точками. Это означало, что их подразделения были уничтожены. Потери достигли 70%, и океанские силы были вынуждены отступить. Шиба и Гаси были ошеломлены, увидев эту сцену. Они стояли с открытыми ртами, когда Гай объявил, что это их новый товарищ по команде. Получив уведомление о вызове, они быстро ушли. В лесу ближе к вечеру Гоша и Шиба зашли глубже и нашли Масару. Шиба поздоровался первым, но ИИ на другой стороне резко оборвал его. Он представился как Анджело с высокомерным тоном, выразив свое презрение к пилотам-мужчинам и даже потребовав, чтобы они склонили головы и поблагодарили его за спасение. Поругав Гаши и Шибу, он наконец сообщил, что принцесса и ее пилот будут их новыми товарищами по команде, и этим пилотом был Шин. Она молча спустилась с субкомандующего подразделения. Затем внезапно разрыдалась. После этого всех 3 доставили на ближайшую базу яда. Шин первым извинился за то, что встретил их со слезами на глазах. Она представилась и поговорила с Шибой. Госи оставался холодным и грубым, почти ничего не говорил. По словам Шинны, утренняя битва была ее первым настоящим боевым опытом. Сначала она была просто техником на базе яда, пока внезапно не появился Анджело и не сказал ей стать пилотом, и она сразу согласилась. Анджело был очень уверен в своей способности оценивать людей. Хотя Гай и Кей дразнили, что Анджело просто запал на девушек. Затем они втроем начали шутить и дурачиться, отчего у Гоши разболелась голова. Тем временем рыжеволосый мужчина по имени Харди и его друг прибыли на встречу с командиром. Командир вызвал их, потому что они обнаружили местонахождение призрака. Теперь было подтверждено, что призрак — это беспилотная машина с искусственным интеллектом, способным мыслить самостоятельно. Кто за этим стоит, оставалось загадкой. Призрак уже уничтожил силы Северной Америки, Азии, Евразии и Океании. Высокопоставленные чиновники отчаянно хотели заполучить призрака, чтобы получить преимущество в войне. Начальник Харди приказал им найти его и, если возможно, уничтожить, чтобы он не попал в руки другой страны. Начальник перешел к личной теме, оказалось, что он приемный отец Харди. Он попросил сына приехать домой на каникулы, потому что его мать очень скучала по нему. Харди согласился и уехал, но его друг знал, что Харди, скорее всего, с головой уйдет в работу на каникулах. У Харди было слишком много дел, которые нужно было сделать. После этого Харди зашел в свою любимую пекарню. Владелец магазина даже дал ему добавку.
Зная, что Североамериканский альянс пытается восстановить Японию, несмотря на все усилия, реальность такова, что командование по-прежнему принадлежит североамериканским военным. Даже если Япония восстановит автономию, ее руководство все равно будет подчиняться Северной Америке. В конце концов, вся страна может стать колонией. Харди не хотел, чтобы люди полагались на другие страны. Они должны были восстать и вернуть то, что им принадлежало. Съев выпечку, они продолжили свой путь. Харди признался, что не хочет ехать домой, потому что он приемный сын. Как и другие дети в семье. Он не мог с ними ужиться. Он почти ничего не мог найти, что его бы заинтересовало, пока отец не привел его в военную среду. Когда он впервые увидел ИИ, он понял, что армия — это его путь. К тому времени, как он закончил свой рассказ, они уже прибыли на место своей миссии. Вернувшись к группе Шибы, они остановились в роскошном отеле, чтобы отдохнуть. Только сейчас Шиба задался вопросом, почему их 3 ИИ так отличаются от тех, что в армии. Анджело объяснил, что есть компания под названием Брензон, которая поддерживает группы сопротивления в Японии. Официально ее штаб-квартира находится в Европе. Но это всего лишь подставная компания. Никто не знает, есть ли у компании какие-то зловещие цели, но пока все в порядке, что касается таких глаз, как у них. Они были настроены внешним агентством под названием «Система обучения разведки». Автономная система обучения, похоже, Гай особый случай. Хотя у него та же кодовая база, что и у Кна Анджела, его кто-то отправил в Океанию, но в любом случае они все еще считаются братьями. Когда они вернулись в комнату, Шиба спросил Гая, не задумывался ли он, почему его туда отправили. Но Гаю было все равно, потому что ему нравилась нынешняя ситуация. Вернувшись к Харди, он встретил 2 человек, Роджера и Софи, которые должны были помочь ему уничтожить призрака. Однако Софи высказалась против этой миссии, потому что считала, что управлять ИИ вручную менее безопасно, чем использовать беспилотные ИИ. Харди объяснил своим подчиненным, что если они будут использовать беспилотные ИИ, им понадобится целый взвод. А поскольку азиатские и океанические силы все еще представляют угрозу, они не могут этого сделать. Поэтому Харди собрал элитных бойцов, чтобы поймать призрака, и то, что ее выбрали, означало, что она очень опытна. Теперь им просто нужно следовать его приказам, и призрак ничем не будет отличаться от обычного ИИ. Если они не подчинятся, он не уверен. На следующий день группа Шибы продолжила путь к штаб-квартире. Тем временем в небе команда Харди тоже начала свою операцию. Призраки почувствовали всех 4 в пещере и тут же выпрыгнули на поверхность. Харди приземлился прямо там, где появился призрак. Призрак сделал первый шаг, бросившись в атаку. Харди приказал команде разделиться и атаковать с разных сторон. Эта тактика оказалась эффективной, потому что призрак никогда не сражался с командой, состоящей только из пилотируемых машин. Им нужно было уничтожить его, пока призрак не приспособился к новому стилю боя. Но было уже слишком поздно. Призрак сосредоточился только на товарища Харди, заставив его отступить. Когда Роджер попытался помочь, призрак перехватил атаку и швырнул в него друга Харди. Военные выпустили ракеты снаружи. Но призрак издал сигнал, который изменил их траекторию. Роджер продолжал атаковать и был пойман призраком. Из спины призрака выросла 3-я рука. Чернокожему пришлось пожертвовать одной рукой, чтобы спастись. Теперь призрак полностью приспособился к тактике Харди и готовился его уничтожить. Внезапно Гай снова почувствовал тоже убийственное намерение. Кроме Шибы, 2 других ИИ ничего не почувствовали. Гай подумал, что это только ему кажется, и проигнорировал это. Вернемся к призраку. Он использовал пальцы с цепями, чтобы атаковать пилотов внутри самолета. А потом, когда Роджер был не готов, один из пальцев убил его изнутри. Не успев долго горевать, Харди быстро придумал новую стратегию атаки. Он и 2 других бросились в бой. Софи и другой товарищ по команде пошли вперед, чтобы отвлечь призрака. Но оба были связаны нитями, которые он проложил под землей. Несмотря на это, Харди продолжал наступать. Когда призрак выстрелил, он увернулся, наклонившись, а затем отскочил назад, чтобы выстрелить в его суставы. Но призрак заблокировал выстрел и попытался контратаковать. Внезапно пуля выбила ему коленный сустав. Это был Роджер. Хотя он погиб, ИИ все еще был активен и выполнил задание. Затем Харди прикончил его выстрелом прямо в грудь. Призрак рухнул, но через несколько секунд сбежал на военном самолете. Харди в ярости поклялся, что убьет его. Что касается группы Шибы, они прибыли в штаб-квартиру и встретились с Юду, представителем Яды. Он был рад, что все 3 добрались благополучно, но сказал, что их уже ждет работа. Кто-то хотел с ними встретиться. Посредник между компанией Брензона и их организацией. Он представился как Гебель.
Геббель предложил деловое партнерство, основанное на войне. Все сели, чтобы поговорить. Геббель с радостью выразил желание долгосрочного сотрудничества, пока идет война. У его компании будет бизнес, и он также щедро финансирует, когда это необходимо. Кроме того, Геббель привез много новых улучшений для ИИ. Затем он показал им пару бронированных гранатометов для Йохана и много других вещей для Кенбу и Масару. Позже Юду позвонили, и он взял с собой группу Шибы. Они прибыли в деревню глубоко в лесу, а затем вся группа вошла в дом человека по имени Ююдзи, давнего агента по недвижимости, который сейчас временно живет в этой деревне. Он показал им данные о своей семейной генеалогии. Сейчас там живут 9 человек, но неделю назад у них отключили электричество и воду. Пока они слушали, маленькая девочка вдруг подбежала и обняла Гаси, назвав его папой. К всеобщему удивлению, Ююдзи попросил их понять, сказав, что девочка потеряла отца в раннем возрасте. Возвращаясь к главному вопросу, жители деревни с трудом справляются с каждым днем после отключения воды и электричества. Ада спросил, почему все решили остаться здесь, а не уехать. Мужчина объяснил, что их город пережил войну, и они переехали в район для беженцев. Но и там все закрыли, поэтому они были вынуждены вернуться домой. Другие рассказали о похожем опыте, они скитались, пока не оказались в этой отдаленной деревне. Хотя жизнь здесь была тяжелой, война сюда не дошла. Они променяли комфорт на безопасность. Услышав это, Адо сказал, что его группа поможет им, чем сможет. В тот вечер все разбили лагерь, чтобы остаться. Шиба выразил восхищение добротой Адо. Гаси сказал, что Яда не просто повстанческая группировка, они также помогают нуждающимся согражданам. Чтобы восстановить страну, нужно было завоевать доверие людей. На следующий день пошел дождь. Все собрались, чтобы обсудить, как решить проблемы деревни. Чтобы обеспечить жителям деревни нормальные условия жизни, нужно было решить проблемы с водой, электричеством и едой. Камуи предложил пробурить скважину, построить водяное колесо для выработки электроэнергии и возделывать сельскохозяйственные угодья. Все принялись за работу. Шиба и еще несколько человек пошли собирать детали со старых машин. Тем временем Адо попросил Геббеля спонсировать несколько вещей. Геббель согласился, так как это все равно приносило деньги, и все усердно работали. Кто-то строил дома, кто-то копал колодец, а кто-то возделывал землю. К полудню все сели вместе пообедать. Глядя на улыбки детей, Шиба успокоился. На следующий день все вернулись к работе. Когда Шиба складывал дрова, Шен позвал его куда-то. Они пошли в палатку в горах, где была печь, и она хотела ее починить. Если получится, они смогут печь хлеб, пиццу и даже делать керамику. Шин также рассказала, что в ее семье есть традиция делать керамику. Услышав это, Шиба предложил ей помочь, и они начали восстанавливать печь. Пока они работали, подошли двое детей. Заинтересовавшись, Сошин пригласил их присоединиться. День за днем, пока все занимались своей работой, группа Шибы тоже закончила восстанавливать печь. Они ее испытали. Под руководством Шен Шиба и двое детей сделали много вещей, например, чашки и тарелки. Осталось только обжечь и покрыть их глазурью. И они будут готовы к использованию. Тем временем группа Гаши получила необходимое оборудование, и оставалось только дождаться, когда из колодца пойдет вода. Водяное колесо тоже начало вращаться, вырабатывая электричество, но Гай сказал, что этого недостаточно для всех. Команда Госи тоже столкнулась с проблемой. Они наткнулись на твердый слой породы. К просканировал местность и оценил, что толщина породы составляет 2 метра, и ее будет трудно пробить. Но если они справятся, Анджело сказал, что воды будет около 100 литров в день. Этого хватит для жителей деревни, и Мизука предложил способ справиться с этим. В течение следующих нескольких дней все продолжали работать. Водяное колесо было модернизировано, чтобы вырабатывать больше электричества. Но Гай все равно считал, что этого недостаточно. Затем Кей позвал их к колодцу. Мизука разработал устройство, которое сочетает в себе лазер и пробивной стержень. Сначала они будут использовать лазер, чтобы расплавить породу, а затем выстрелят стержнем, чтобы разбить ее. Поскольку это была идея Гая, она заставила Шибу сделать это, сказав, что если он не сделает, она разозлится. У него не было выбора. Он подошел, и под руководством 3 глаз Шиба направил лазеры в нужное место. Теперь оставалось только нажать на рычаг. Но Гай сказал, что сначала нужно произнести название навыка. Подыгрывая ей, Шиба крикнул «Ультрасверло-разрушитель» и нажал на рычаг. Вскоре из подземного источника хлынула вода. Они использовали давление воды, чтобы ускорить вращение водяного колеса, вырабатывая стабильное электричество. Загорелся свет. Ситуация постепенно улучшалась. Жители деревни склонили головы в знак благодарности.
После поездки Шиба, Гаси и Чен отправились на новое задание, чтобы купить припасы для членов. Они должны были сделать это тайно. Глядя на длинный список, Шиба не представлял, когда они закончат. В этот момент Госи узнал знакомого. Это был Юю. Вся группа села поговорить в парке. Шиба не ожидал, что у Госи есть брат. Это был первый раз, когда он видел, как тот так улыбается. Кай рассказал ему Юю. Юю работал в штаб-квартире Нижняя вместе с родителями Кая, но после того, как они оба погибли в бою с азиатской армией, отец Гаси усыновил Юю, и Госи заботился о нем, как о настоящем старшем брате. Когда Юю внезапно покинул организацию, Гаси долго грустил. После душевного разговора Юю пора было уходить. Они обменялись контактами, Юю ушел первым. Когда Гаси вернулся в штаб-квартиру, он достал фотографию, на которой был он, его отец и Юю. Нахлынули старые воспоминания. Однажды они с Юю случайно заблудились в горах, и Гаси очень испугался. Но Юю успокоил его, и хотя они не были кровными родственниками, Юю всегда защищал Госи. Это были воспоминания, которые Гаси никогда не забудет. На следующий день команда Шибы протестировала новое оборудование. Пока они проверяли, все ли в порядке, Гаси получил сообщение от Юю. Он очень обрадовался, пока Юю не пригласил Шибу и Шина тоже. Юю привел их всех в японский город, который он основал, и все там были японцами. Там не было ни одного человека с территории азиатских кооперативов. Хотя официально город не был признан, в нем было 3,482 жителей, что эквивалентно небольшому городу. Все решения принимали сами японцы. Но это еще не все. Главой этого автономного района был никто иной, как Юю. Все его обожали. Единственное, чего он хотел, это видеть беззаботные улыбки детей. Он хотел защитить их всех. Поэтому он и ушел потому что его путь и путь организации разошлись. Управлять этой автономной зоной было очень сложно. Ему приходилось каждый день договариваться с азиатской армией, а не сражаться как Нижняя, и он надеялся, что в будущем город станет еще больше. Пришло время, и Юю оставил их троих, чтобы они могли свободно исследовать город. Они не успели далеко уйти, как местные жители начали дарить им подарки, потому что они были знакомы с Юю. Шиба Эншин поднялся на холм, чтобы полюбоваться видом на город, а Гаси пошел на встречу с братом после собрания. Юю не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к делу. Он хотел, чтобы его младший брат ушел из Нижняя и присоединился к нему в этом городе. Он объяснил, что из-за ограничения численности населения количество жителей не может увеличиться. Однако он мог попросить азиатскую армию сделать исключение для Гаси. Он не хотел, чтобы его брат больше держал в руках оружие. Он хотел, чтобы тот жил здесь мирной жизнью. Гаси не смог сразу ответить и попросил время подумать. Затем он вернулся в штаб-квартиру. Пока он думал, к нему подошел Гебель и рассказал горькую правду. Потому что потеря Гаси негативно скажется на прибыли компании. Он утверждал, что Юю был шпионом азиатской армии. Верил ли в это Гаси или нет, решать ему. Но Гебель подчеркнул, что информация – это товар, и правду не нужно искажать. Кроме того, если немного подумать, это было очевидно. Как азиатская армия могла позволить Юю основать такую большую автономную зону, если он не работал на них? По словам Гебеля, в обмен на создание этого города Юю служил им, захватывая земли, сливая информацию, выявляя повстанцев, подкупая, а иногда даже шантажируя. Старший брат, которого обожал Госи, защищал японцев, продавая их. Если бы Госи продолжал общаться с Юю, то утечка информации из вида была бы лишь вопросом времени. Потеря одного пилота уже была большой потерей для компании, не говоря уже о 3. Гебель посоветовал Гаси хорошенько подумать, чтобы избежать ненужных серьезных последствий. Если он все еще не верит, он может провести расследование. Услышав это, Гаси ушел. В темной комнате Гаси сказал Кею никому об этом не рассказывать. Он вспомнил, как потерял отца и просто сидел в тишине. Глубоко задумавшись, Юю пришел утешить его. Он не мог поверить, что его брат мог так поступить. Поэтому на следующий день Госи тайно вернулся в город, чтобы провести расследование. После нескольких раундов он заметил, что многое было не так. Не хватало медикаментов и предметов первой необходимости. Местные жители постоянно жаловались. Пройдя дальше, Гаси увидел, что машина азиатской армии направляется к офису Юю, как и ожидалось. Они использовали доставку товаров первой необходимости, как рычаг давления на Юю, чтобы заставить его предоставить информацию, хотя это явно не было частью их соглашения.
У него не было выбора, кроме как подчиниться. Гаси все видел на камере наблюдения. После того, как азиатские войска ушли, Юю немного подумал и позвонил Гаси. Они встретились за пределами автономной зоны и направились в штаб-квартиру. Там Юю встретил Камуи и Аду. Он рассказал все, как он сотрудничал с азиатскими войсками, чтобы создать автономную зону, и как они пытались вытянуть из него информацию, чтобы спланировать уничтожение. Он подозревал, что Азия может использовать автономную зону как базу, поэтому посоветовал им вывести войска из этого района. Рассказав все, Юю вернулся, пока азиаты ничего не заподозрили. Он отклонил приглашение Аду остаться. Но неожиданно машина Юю не завелась. Механики проверили и сказали, что на ремонт уйдет целый день. Поэтому они предложили Юю переночевать там. После этого он уже не сдерживался глубокой ночью. Когда все крепко спали, Юю тайно скопировал данные нижне, но когда он попытался сбежать, Гаси его перехватил. Братья начали спорить. Юю хотел защитить свой народ, не желая видеть, как они умирают. А Гаси не мог позволить себе пожертвовать своей организацией. Спор разгорался, пока Юю не развернулся, чтобы уйти. Гаси направил пистолет на брата, но не смог заставить себя нажать на курок. В последующие дни 3 пилотов пересекли море, чтобы встретиться с Таахоку, повстанческой организацией, похожей на их. 3 пилотов выбрали другой маршрут, чем Аду и Кума. Накануне они обсудили свои планы с Гебелем. Он сказал им, что они могут встретиться с группой Таахоку, которая тоже работает над возрождением Японии, но сейчас за ними охотятся азиатские и европейские войска. Вскоре они увидели место назначения – остров, где пряталась группа Таахоку. В этот момент остров атаковала азиатская и европейская армия. Защитники отчаянно сопротивлялись, но враг использовал боевые единицы, чтобы подавить их. Как раз вовремя прибыла группа Шибы, чтобы поддержать их. Кши стрелял по врагам издалека, а Масару и Кенду бросились в бой, уничтожая боевые единицы. Однако врагов было слишком много. Поэтому Гаси применил дымовые шашки и приказал отступать. Лейтенант Зеленый, который командовал этой операцией, все видел. Радостно смеясь, он сказал, что в следующий раз лично выйдет на поле боя. После побега они встретились с командиром Кона, который поблагодарил их всех за помощь. Шиба огляделся и увидел, что людей было очень мало, чтобы назвать это организацией. Кана объяснил, что раньше у них было много членов, но с тех пор, как Зеленый взял на себя командование, он вложил много средств в боевые единицы, чтобы выследить и уничтожить организацию Таахоку. Следующим планом Кона было атаковать восточную часть острова, где находились их союзники. Чтобы перегруппироваться, ребята сказали, что для увеличения шансов на успех им нужно разведать окрестности и изучить местность. Затем они разделились для разведки, каждый со своим сопровождающим. Когда Шибер поднялся на возвышенность, он заметил странные лучи света. Его сопровождающий объяснил, что это вражеские сигнальные устройства, установленные в большом количестве. Они не обнаруживали людей, только боевые единицы, и если сигнал отключался, это вызывало тревогу у врага. Шиба наблюдал за ними и подумал, что может этим воспользоваться. Тем временем Зеленый отдыхал в ванне. Наслаждаясь перед битвой, его секретарь возразил, спросив, зачем ему лично появляться, когда победа уже в их руках. Но Зеленый сказал, что ему так нравится, и он сам победит группу Шибы. Шиба занял позицию вместе с Гашином и Чином. Когда туман стал гуще, Зеленый сел в боевую единицу и начал операцию по зачистке, приказав вести беспорядочный артиллерийский огонь по лесу. Как только они заметили движение группы Шибы, они продолжили обстреливать их путь. Гаси разбросал дымовые шашки, чтобы заглушить сигналы. Но Зеленый активировал все сигнальные башни, заметив всех 3 на карте, и они загнали группу Шибы в угол. Однако, когда они уже почти поймали их, сигнал внезапно пропал. Снаружи Госи взорвал мост. Уничтожив множество врагов, Кенбу и Масуру вылетели с обоих флангов, чтобы уничтожить остальных. Взломать их систему было легко, и они смогли поделать свои позиции. Используя туман, чтобы спрятаться, они уничтожили оставшихся мелких врагов и направились прямо к Зеленому. Анджела и Гай бросились вперед, желая сразиться с ним. Кей остался позади и сбил 2 врагов позади Зеленого, а меч Кенбу первым столкнулся с ним. Когда его помощники пришли на помощь, по ним открыли огонь, и им пришлось уклоняться. Зеленый собирался выстрелить в Кенбу, но Масару вернулся и ударил по его оружию, повредив его. Несмотря на то, что Зеленый попал в клещи с обеих сторон, он все равно отбивался.
Его меч было слишком трудно сломать, но во время боя его боевая единица внезапно остановилась, и Гаси решил отступить. Он сказал, что нет необходимости убивать его, а Зеленый, разъяренный, посмотрел на них, как на благородных людей. Это было равносильно оскорблению, и в этот момент и меч, и броня боевой единицы разбились. Вернемся к группе Шибы. После объединения группы Кона с оставшимися войсками они попрощались. Троица села на корабль, чтобы перегруппироваться с командой Камуи. После этого путешествия Гаши стал более позитивным. Вскоре после этого команда Шибы снова встретилась с ремонтной бригадой. Но прежде чем позволить им починить Кенбу, Шиба попросил сначала помыть его, потому что он был очень грязным. В доме Харди Гебель каким-то образом связался с ним и предложил сделку. Он скрыл свою личность и сказал только, что он торговец, продающий информацию о местонахождении призрака. Чтобы доказать свою надежность, Гебель раскрыл всю информацию о Харди, Софии и друге Харди Рейо. Харди спросил, какую цену он хочет. Но Гебель сказал, что ему не нужны деньги, это его вклад в их будущие отношения. После этого Гебель ушел и отправил информацию Харди, который сразу же передал ее в разведывательное агентство для анализа. Тем временем Адо получил отчет из отдела технического обслуживания о состоянии 3 пилотов. Услышав это, он дал им время отдохнуть. После разговора Адо сообщили, что пришел гость. Что касается группы пилотов, то пока они мыли боевую единицу, они болтали о будущем и о том, что они будут делать после восстановления Японии. Чин хотел восстановить гончарную мастерскую у себя дома. Гаси все еще должен был отомстить за своего отца. Услышав это, Шиба пообещал помочь ему победить призрака. Она тоже хотела помочь, но Гаси не ответил. Но на его лице появилась улыбка. А что касается Зеленого, то после того, как его разыграла группа мальчишек, он доложил своему командиру и попросил перевести его в команду, которая охотится на организацию яда. Начальство одобрило его просьбу. Тем временем Адо снова встретился с Камуи. Камуи показал несколько фотографий раненых азиатских солдат с неизвестными травмами, возможно, пострадавших от нападения войск другой страны. Отложив это в сторону, Ода показал Камуи текущую карту Японии, которая была разделена между 4 фракциями. Если операции продолжатся, территория под контролем Нижняя расширится. Официально она принадлежала Североамериканскому альянсу. Но Япония сохранила автономный контроль. Было кое-что, что волновало Харди все время, пока 4 фракции оккупировали Японию. Они никогда не воевали друг с другом за расширение своих территорий, но недавно это изменилось. Это произошло из-за огромного катализатора, который вызвал массовые потрясения в оригинальном Кенбу. Точнее, у саморазвивающегося и обучающегося ИИ внутри Кенбу, призрака, был похожий ИИ, возможно, даже превосходящий ИИ Гая. Чем больше Харди думал об этом, тем больше он хотел заполучить его. Он решил сотрудничать с Гебелем, так как это было выгодно обоим. Через мгновение пришло сообщение от разведывательного агентства, что призрак все еще находится в азиатской зоне сотрудничества. Поскольку он адаптировался к их старым стратегиям, Харди нужен был новый подход к борьбе с ним. Он спросил Софи из разведки, отслеживали ли они группу Шибы, но она сказала, что они давно потеряли их след, и, судя по предположениям, они могли пойти в разных направлениях. Немного подумав, Харди пригласил Рия и Софию подышать свежим воздухом. Тем временем, после того, как Шиба и Мизуру закончили обслуживать Кенбу, Шиба, Шен и Госи переоделись, чтобы пойти за покупками. Придя на рынок, группа разделилась, чтобы сделать покупки. Шиба немного растерялся в толпе и случайно столкнулся с Харди. Шиба извинился и быстро ушел. Но Харди узнал его голос и попросил Рия проследить за ним и сравнить. После обеда, когда они закончили делать покупки, появилась Мизуру и пригласила группу отдохнуть в горячих источниках. В бане они разделились на мужскую и женскую секции. Неожиданно Шиба снова столкнулся с Харди. Не ходя вокруг да около, Харди рассказал, что он из североамериканских сил, и объяснил свою миссию по поимке призрака, которую он провалил. Затем он сообщил о текущем местонахождении призрака, что задело Госи за живое. Не дав им задать вопросы, Харди ушел с Рэем в женскую секцию. Софи тоже сообщила им об этом. Той ночью призрак снова напал на базу азиатской армии, нанеся ей серьезный ущерб. На следующий день команда Шибы сообщила Адо о местонахождении призрака и о Харди. Гаси, охваченный желанием отомстить за своего отца, хотел немедленно отправиться туда, и Шиба тоже был готов помочь, чтобы отомстить за Рису. Однако Адо попросил их обоих подождать, пока информация не будет проверена. С этого момента Гаси с головой ушел в тренировки. Через 2 дня информация подтвердилась. Призрак был в Акуносиме.
Там он захватил опорные пункты азиатской армии, и армия отступила на материк, чтобы организовать оборону на случай, если призрак начнет наземное наступление. В настоящее время призрак спал, чтобы восстановиться, и Кай сообщил, что на Акуносиме все еще есть мирные жители, брошенные азиатской армией. Теперь победа над призраком напрямую связана с защитой японского народа и родины. Затем Адо поручил им троим спасти мирных жителей и победить призрака. План предусматривал две команды. Тима должен был эвакуировать мирных жителей, а команда Б, состоящая из 3 пилотов, должна была неожиданно напасть на место, где, как предполагалось, спал призрак. После того, как план был утвержден, все разошлись по своим делам. В последующие дни команда А работала над мобилизацией мирных жителей острова для эвакуации, а команда Б интенсивно тренировалась для боя. Вскоре настал день операции. Той ночью к Акуносиме причалило много лодок. Команда А высадилась и начала эвакуировать мирных жителей на лодке. А команда Б направилась к месту, где находился призрак. Тем временем Харди сидел и наслаждался плодами своих трудов. Призрак уже проснулся и начал охотиться на остатки азиатской армии, уничтожая Туамай и нацеливаясь на командира, который когда-то сражался с Шибой. В этот момент прибыли трое и начали атаку. Как и ожидалось, призрак нацелился на Чина. Зная, что она еще не привыкла к его боевому стилю, он продолжал приближаться к ней. Кенбу бросился на помощь, и Гаси приказал им перейти к стратегии Б. Они втроем заманили призрака на открытое пространство. Масру пролетел над ними, чтобы поддержать. Кенбу сражался с призраком, но у него появилось 4 атакующих руки. Застав Шибу врасплох и поставив его в невыгодное положение, Йохан прикрывал его огнем. Призрак переключил внимание на них обоих, и Масру выстрелил в него электрической сетью, чтобы поймать. Йохан попытался нанести завершающий удар, но призрак ответил проводами из своих ног, разорвал сеть, схватил Йохана за голову и попытался раздавить ее. Кенбу отбил его руку, и Масру выстрелил еще одной сетью, чтобы обездвижить его. Они втроем отступили, чтобы оценить ситуацию. Сила призрака росла с невероятной скоростью, и это их шокировало. Разговор об эволюции натолкнул Шибу на мысль. Призрак догнал их сзади, и Шиба сказал Гаси выполнить стратегию А. Кенбу заманил его на гору. Гай нашел склад боеприпасов и затащил его внутрь, а Масру уже ждал у входа. Она выстрелила 2 слоями сети, чтобы прижать его к земле, а Гай закрыл дверь. Гаси издалека прицелился. Пуля попала в склад боеприпасов, вызвав цепную реакцию, которая взорвала всю территорию. Но прежде чем они успели отпраздновать победу, призрак неподвижно стоял посреди пламени. Тем не менее, они не сдались и снова атаковали. Однако Кенбу был отброшен ударом. Масру отлетел в сторону, как игрушка. Госи призвал их сражаться вместе, как они тренировались. Харди продолжал наблюдать издалека за тем, кто победит. Он получит выгоду. Если победит Шиба, проблема с призраком будет решена. Если победит призрак, он сможет забрать Гая для исследований. Тем временем Тима успешно эвакуировал мирных жителей и даже захватил остатки азиатской армии. Вернемся к битве. Трое хорошо скоординировались. Но даже несмотря на то, что призрак получил повреждения, он оставался невероятно сильным. Он подлетел и уничтожил винтовку Йохана, чтобы тот не стрелял. Гай подозревал, что это уже не просто автономный ИИ, а кто-то им управляет, несмотря на то, что они сражались втроем против одного. Их шансы на победу быстро таяли. В этот момент позвонил Кона и приказал им отступать, сказав, что они уже выполнили половину задания. Но Шиба отказался, зная, что призрак их не отпустит. Он пообещал вернуться живым и попросил дядю не волноваться. Услышав это, Кона согласился отправить дополнительные припасы. Трое возобновили атаку. Призрак оттолкнул Кенбу и повалил Масру на землю. Затем он сломал руку Масру и оторвал ногу Йохану. Ей едва удалось оттащить Госи, и они вдвоем успешно спрятались. Кенбу наблюдал за призраком издалека. Они использовали тепловизор и обнаружили, что источник энергии находится в его хвосте. Это объясняло, почему он мог сражаться со всеми тремя, не расходуя энергию в то время, как они это делали. И это была его слабость. Если он продолжит поддерживать высокую температуру, не выделяя внутреннее тепло, то в конце концов перегреется. Затем трое перегруппировались и поделились друг с другом энергией. Йохан и Масару передали всю свою энергию Кенбу, чтобы Шиба смог победить призрака. После этого Кенбу продолжил сражаться с призраком. Пока лейтенант и Йохан занимали позиции для атаки, Шиба продолжал заманивать призрака на склад азиатской армии для нападения. Он ворвался на склад и приказал азиатам стрелять в Шибу. Но Кенбу уже выпрыгнул и взорвал склад.
Конечно, призрак все еще стоял на ногах. В этот момент пришло сообщение, что двое достигли своей позиции. Однако Кинбу постепенно сдавал позиции. В этот момент у Гая не было другого выбора, кроме как сломать ограничитель. Это был единственный способ победить призрака. Он без колебаний согласился. Конечно же. После того, как ограничитель был сломан, Кинбу стал быстрее и в одно мгновение отрубил призраку руку. Теперь они были равны. Кинбу заманил призрака в горящую зону. Шиба и Гай скоординировались, чтобы ударить призрака, не дав ему возможности контратаковать. Когда он отрубил ему еще одну руку, лейтенант спрыгнул вниз и обезглавил призрака. А Йохан уничтожил его энергетический хвост на расстоянии. Призрак рухнул, и Кинбу подлетел, чтобы нанести последний удар. Но меч сломался, и вся система Кинбу перегрузилась. Призрак тоже перегрелся и начал излучать тепло. Всего через несколько минут он взорвется от перегрева. Однако призрак бросился в океан, чтобы остыть. Чтобы предотвратить взрыв, Кинбу встал у него на пути, готовый умереть вместе с ним, если понадобится, не желая, чтобы случилось то же, что и с Терезой. И чтобы отомстить за отца Гаси, Шиба решил пожертвовать собой. Он умрет, чтобы защитить всех, кого любит. В эти последние мгновения Шиба и Гай в последний раз поговорили. Несмотря ни на что, они пойдут вместе на край света. Сказав это, Гай потерял связь. Шиба поблагодарил его за то, что он показал ему, что в мире еще много прекрасного. Затем они оба взорвались вместе с призраком. Тима успешно эвакуировал мирных жителей. Атмосфера стала мрачной, когда пришло сообщение о том, что пилот потерял связь. Когда они пошли проверить, там ничего не осталось, но они не могли долго горевать. Поскольку у них еще были задания, Шин и Гаси попрощались с Шибой и пошли дальше. Тем временем Харди собрал несколько фрагментов призрака. Еще более шокирующим было то, что его искусственный интеллект остался нетронутым. На этом первая часть аниме заканчивается.